Господа, алды помнят, что когда-то с Тинькофф Банком мы сделали вот такую карточку с моим дизайном. Я сам до сих пор с такой хожу. И эта тема настолько хорошо зашла, довольно-таки успешно эти карточки оформляли, что теперь на уровне Тинькофф Банка мы решили выпустить для вас 4 разные карты с интересным дизайном. Есть карта вот такая вот с зелом, например, 600 сил. Есть карта с антигеликом. Есть карта с днищем X5, органы которого перекочевали в этого же самого вот сюда зела. И есть даже карта с Bentley ультратанком. И по всем этим картам, естественно, есть лучшие условия. Это и 3,5% годовых на остаток по счету, и 1% кэшбэка вообще с любых покупок, до 15% кэшбэка на выбранные категории, которые вы можете выбирать каждый месяц в приложении, до 20% кэшбэка на покупку билетов в театры и кино в приложении Тинькофф Банк. И весь этот кэшбэк приходит не деревянными, не баллами, не фантиками, не чем-то, а самыми настоящими рублями. Кстати, сами наличные в банкомате можно снимать без комиссии в любом банкомате любого банка в любой стране, в пределах лимита, конечно же. Деньги с карты на карту или даже просто по номеру телефона можно также без комиссии, совершенно без проблем переводить на карту любого банка в пределах лимита. Но если этого мало, то знайте, что получив карту в таком уникальном дизайне, вы получите еще и 20% кэшбэк на игры, 15% кэшбэк на Яндекс.Еду и Delivery Club, а также 10% кэшбэк на Apple Store, Google Play и Spotify. Так что торопитесь, количество карт, естественно, строго ограничены, а ссылка для их заказа будет только здесь, в описании под моим видео. Intensity is real. Intensity is real. Like, we live lives, man. Life is intense. Life's fucking crazy. Life is, you die at any moment. Итак, господа, для истории, здравствуйте! Сегодня мы с вами стоим в этом 15 января, хотя работа по Bentley, естественно, началась гораздо раньше, еще в прошлом году. Но сейчас мы уже можем вам кое-что рассказать. Смотрите, это старый, естественно, распетрушенный Bentley. Что от него останется в конце этого проекта, я надеюсь, уже где-то в конце марта, в апреле, вот это. Все. Вот то, что сверху, оно останется. То, что вот здесь снизу, полностью все растворится. Это можно гипотетически прямо сейчас увезти на металл, но мы продадим это дороже и по запчастям. Дело в том, что вот эта основа, да, механизм поворота, задний мост, как сейчас все снято, у нас оттуда вот с кардана приходил крутящий момент, распределялся самый обычный свободный дифференциал, тормоза от Хаммера второго на концах 60-я дана, и под тормаживанием одной из сторон мы поворачивали. Нажал этот тормоз, Бентля пошла направо. Нажал этот тормоз, Бентля пошла налево. Трансмиссионный тормоз был заведен на педаль тормоза и осуществлял остановку всего самоходного транспортного средства в сборе. Все это уходит, ничего этого больше не будет. Понижайка от Шишиги у нас, раздаточная коробка от Шишиги, тоже уходит, ее больше не будет. Рама тоже уходит, ее больше не будет. Пойдем дальше, значит, смотри. Естественно, все это приходится делать из-за того, что у нас поменялось гусеничное полотно. Вот это старого образца, его, соответственно, тоже не будет. Рама была труба круглого сечения, вот начало борта, вот это только прям самые первые зародыш борта, бедняга. Он, соответственно, уже труба квадратного сечения. Вот эти катки, они были капролон, будут капролон и не только. Позже расскажу, что. Значит, ветвь, сама подвеска, видите, была такая, станет что-то ближе к этому. Как видите, и размер катков другой, это макетирование сейчас идет, то есть это сам процесс. Вот это вот у нас деталь от категории С. Я думаю, эксперты уже поняли. Вот можно макет выкатить. Не знаю, можно назвать это шасси, можно назвать это ветвь подвески, элемент подвески, часть подвески. Как вы видите, катки стали больше. Каток будет из нескольких частей, сегментный. И вот ровно сюда, посередине, между этими двумя большими катками, будет заходить центральный шип гусеничного полотна, которого сейчас я вам притарабаню. То есть не я до этого догадался, да? Вот оно, смотри. Вот как оно будет работать. Самое главное, то, чего нашему полотну не хватало с самого начала, и то, из-за чего, собственно, мы и сразу знали, что это демо-образец, что это первый рабочий прототип, естественно, не конечный. Потому что раньше, когда у вас наступает косогор и рельеф, что происходило? Все самоходное гусеничное транспортное средство вот так вот наклонялось,
и катки выходили из зацепления с полотном, потому что не было вот этих вот больших боковых шипов. Теперь даже если все наклонилось и едет вот так, то, как вы видите, все равно оно дальше прекрасным образом существует и не слезает. За исключением, конечно, вот каких-то таких моментов, но мы для того это показали, чтобы вы понимали, что интрига в гусеничных транспортных средствах бывает всегда. Разуваются все. Армата разувается, любая цифра после Т, танк тоже разувается, Абрамс разувается, все разувается, ребята. Идеального не бывает. МТЛБ разувается. Господи, Ротрак только я никак не видел, чтобы разувается. Но мы это увидим, я думаю, еще в этой серии позже. Найдем, скинем вам видос. И это только начало. Самое главное лежит там на столе. Планетарочка. Значит, самая задача перейти на все-таки планетарку, уйти от момента поворота путем торможения одного борта. То есть борт-поворот, понятно, что будет осуществлен. По-прежнему машина будет поворачивать через то, что у вас одна гусеница крутится, другая нет. Только идея одну гусеницу, конечно же, не подтормаживать, а наоборот распускать. То есть сделать так, чтобы гусеница просто не получала момент, чтобы одна гусеница, грубо говоря, вот так повисла свободно, а вторая продолжала толкать. Что это нам даст? Это даст больше мощности, больше контроля, больше управляемости. Но в связи с этим, естественно, больше проблем, потому что появится планетарка, появятся пакеты, появятся детали от, собственно, от газушки 71 появятся детали и так далее. Они же все-таки будут, да, дядя Вань? Частично. Да, ну ГПшка от газушки, в смысле, и так далее. То есть мы движемся немножечко в сторону, грубо говоря, шарпообразных, в сторону вообще огромного количества бортповоротных вездеходов, но, наверное, это правильно. Остальная загадка по всему этому, как это себя поведет, во-первых, на больших оборотах, на больших скоростях, и насколько момент будет точно дозироваться, если мы, допустим, будем ехать 130 и более километров в час. Потому что у нас вот сейчас вот там вот с вами просто висит рулевая рейка, да? Как это было раньше? Раньше было лучше, как говорят, но не всегда. Потому что у нас что было? Стандартная рулевая рейка Bentley. Кстати, всем рекомендую, отличная вещь. Вот здесь с краев просто были обрубыши у нее, то есть рулевые тяги больше никуда идет, все это отпилено. Здесь стояло по главному тормозному цилиндру. Вот они. То есть прямо рейка рулевая давила вот сюда. И, соответственно, цилиндр каждый подтормаживал свой тормоз. Теперь и рейки не будет. То есть надо переходить на гидравлику, переходить на дозаторы, делать так, чтобы все это работало максимально четко и понятно. Вот зачем нам нужен был 5-литровый компрессор. И именно для этого. Посмотрите, какой огромный исполинский мотор. И да, многие обсуждали, что можно купить Cayenne турбовый и, в принципе, получить даже там за 500 тысяч те же самые лошади. Я напомню, весь Range Rover мы купили за 700. И, собственно, нам от него нужен был только вот мотор, коробка, раздача даже особо не нужна, но она есть. Почему бы нет? Зато в ней будет понижайка. Короче, все это теперь будет заезжать в Bentley. Неожиданным фактором для всех нас оказалось, что этот мотор
мотор является очень большим. Он очень тяжелый, очень длинный, потому что сюда еще примерно, ну давай я буду говорить, примерно вот там еще где-то сейчас я вот здесь будут стоять радиаторы. Смотри, вот они здесь, в соседнем боксе, да. И все это придется уместить через пайпы, через Колпина, которые пойдут вот именно в одной проклятой Бентли, которая уже прямо, по-моему, наморщилась, даже не имея морды. В этом небольшая проблема всего этого. Придется сильно пилить кузов Бентли, потому что в Range Rover, чтобы вы понимали, капот кончается где-то вот здесь. Это при том, что в Range Rover опять капот, в принципе, с завода, я сейчас вам объясню, он где-то стоит, опять же, вот там, в третьем боксе отсюда налево, вот обычный капот в Range Rover, да, это очень большая, длинная машина, и даже при этом вот здесь он уже заканчивается, а тут начинается салон. Задний ряд, мне придется просто туда выйти, в Range Rover, вот там, короче, Range Rover это очень большая машина, я это понял, когда мойку себе в гараже построил, и выяснил, что она облегает Range Rover, хотя остальные машины в нее залетают на ура, так на улице и не скажешь. Бентли меньше, да, она по ширине такая же, у нее тоже вроде как большой капот, но там совершенно другая тема. Там, то есть в Бентли, вот допустим, это двигатель от Бентли, да, и в Бентли капот заканчивается типа здесь. А знаете, что все вот это место занимает в Бентли? Печка, которую придется вырезать, потому что мотор заедет внутрь вместо этой печки. А что будет стоять там, это вообще грандиозный вопрос, но это все позже. Короче, у нас теперь самое главное есть 535 гипернизовых, супер стоковых лошадиных сил, которые валят просто с холостых. Вон дядя Вань как проехался. Пушка. Никаких не надо спорт-режима. Зачем они сделали эту ГС в коробке, я вообще не понимаю. Ты все равно просто жмешь правую педаль, и все уезжает в астрал, прямо из-под тебя. И несет тебя во всем диапазоне. Ну, соответственно, мотор еще сложный также и по электрике. Поэтому, смотрите, к примеру, у нас вот эта приборка от Bentley, она была. Вот она была актрисой, как говорится, да, и даже за кулисами ее придется теперь просто выкинуть. Вместо нее придется запихать цифровую приборку ренжа и даже вот эту шайбу вездеход на жаргоне называется. Это шайба выбора диапазонов внедорожных Terrain Response. Хоть это еще и первое поколение, тем не менее вездеход придется также оставить, потому что даже в этой коробчонке где-то записана бесценная информация, без которой это никуда ни черта не поедет. Ручник. Кстати, почти как в Bentley, да? Но тем не менее. И самое главное, цифровая приборка. Да, понятно, что это все может быть как-то мы стилизуем и так далее. Там просто ЖК-экран сзади будет. Но, тем не менее, его придется также в Bentley ставить. Без всего этого мотор этот никуда не поедет. Но это офигевание, походу, Димону предстоит где-то в следующей серии. Но мы его снимать не будем. Так что Димон будет спокойно там барагозить месяца полтора. Надеемся, чтобы все это наконец-то поехало. И это далеко не все. И если проблему с силовой установкой мы с вами решили, то была у нас еще и другая проблема в Bentley, потому что вся часть второй, вот 2.0 Bentley, это будет решение наших детских болезней из первого рабочего прототипа. Значит, вторая болезнь это была катки, к ним было много нареканий, да. Соответственно, в этот раз катки будут радикально другой конструкции. Значит, у нас есть, во-первых, некое подобие гончарного круга, или, если хотите, сковорода из теремка, куда Джаггер Гараж, являясь настолько суровыми мужиками, выливает сразу жидкий металл, вот так вот его молоточком распределяет,
прокрутили, и дальше прямо здесь начинается сварка. То есть это по факту что-то вроде кондуктора, да, из которого уже собираются сами катки. Очень много запчастей, то есть мы начинаем вот с таких мелочей. Миллиард всего лазерной резки, и приходим в итоге к вот такому готовому изделию. Это даже еще не готовое, а вот это уже готовое, практически готовое. То есть на самом деле это вот 70% готовности изделия. Про 100% готовность мы вам даже уже в следующей серии расскажем, потому что все не просто так. Здесь учтено куча факторов. Катки, во-первых, совершенно другую имеют ширину, другой диаметр, будет другое количество катков. Если у нас раньше даже было 4 ветви подвески, то теперь их будет 3. Соответственно, катков будет меньше. Это раз, но два. Видите, какой у них торец? Вот этот вот, да? Он такой не просто так. Все еще будет сильно доделываться. Это все еще будет в разные стороны разгибаться. Вот здесь это еще черновая сварка, не переживайте. Еще большая проблема, как это все красить. Но самое главное, это все будет гумироваться резиной. Мы вам потом покажем, как это на заводе делается, потому что эти катки сейчас здесь свариваются. Дальше все это уезжает на завод резинотехнических изделий, где все это вокруг вот таким вот слоем прям заплавляется резиновой лентой. Ну, или бандаж делается, как хотите, может быть, что-то типа того. Намертво причем. Это несъемный будет образец. Мы думаем, что еще, может быть, будут катки другого образца, где этот бандаж уже будет такой некий съемный, его можно будет заменять и так далее. И таким образом вот это резиновое гумирование сверху, оно не позволит каткам обледеневать, как в прошлый раз. Количество оборотов, соответственно, через то, что диаметр вырос, количество оборотов будет меньше у катка, значит, меньше вибраций на скоростях, значит, будет легче разгоняться. И то, что катков станет меньше, соответственно, также будет меньше сопротивления кручению вызывать. В общем, ребята, все это делается из такого количества металла. Понятно, что технология это несовершенна. В идеале нам какое-нибудь литье или штамповку, чтобы это сразу все было монолитным. Но в данном случае сварка это решение простое, можно сказать, даже бюджетное, потому что катков все-таки много. И самое главное, легко реализуемое, потому что здесь, грубо говоря, автокад, да, какая-то чертеж, дальше лазерная резка и сварка. Руки у дяди Вани золотые, поэтому сварено все будет идеально, не бьет, балансируется все это замечательно. Вот, кстати, он уже, видите, даже здесь уже немножко зашлифовано. Большая проблема, как это красить, потому что красить это нужно после того, как это будет гумироваться резиной. Потому что вот эта штука перед самим гумированием должна быть запескоструена. Соответственно, она должна сначала загумироваться, потом покраситься. Порошок 180 градусов, тогда снова сгорит резина. Не порошок, все это заливать вот там со всеми этими штуками, чтобы оно не ржавело, проблема. Короче, это мы еще в следующей серии будем вам рассказывать. Но, тем не менее, вот такая данная обходная технология, пока мы делаем первый тестовый образец, она на самом деле самая, можно сказать, и правильная. Потому что если это все будет жить, да, будем уже разрабатывать технологию, как это все выпускать на производстве, чтобы сюда уже приезжали готовые, собственно, каточки, и все было нормально. А так пока что, ребята, как оно есть. Ну и совсем вышеизложенным теперь вы понимаете, почему нам больше не нужна старая рама. Если даже сравнить старую раму, вот которая там, и эту раму, то понятно, слишком много изменений. Начнем с того, что да, количество ветвей подвески, вот они, их всего 3, там их 4, то есть там все это отваривать, двигать туда, другой двигатель, немножко даже будет другая ширина, и самое главное, даже немножко высота изменится транспортного средства, потому что есть идея завязать эту раму именно вот так вот трубами по низу, прямыми, чтобы не было больше вот этого изгиба. Соответственно, есть предположение, что сантиметров на 5 приподнимется кузов Bentley от того положения, которое есть сейчас. Соответственно, другое гусеничное полотно, оно же... Вот у нас его образцы. Сейчас, секунду, погоди-ка. То есть толщина даже самого полотна. Мы видим, какое было и какое оно станет. Оно в 2 раза толще, эти шипы сюда в 2 раза ниже, соответственно, каток будет по-другому располагаться, да, то есть его нужно будет поднимать выше, чтобы полотно выше от рамы отошло и так далее. В общем, ребята, очень много изменений, которые привели к тому, что если мы пытаемся сохранить эту раму конкретно, то здесь работы не меньше, чем просто сделать новую, и все. Это гораздо более понятная история, чем вот пытаться там борьба с этой переделкой, с трубами и так далее. Вот и получается, что новую раму нам делать гораздо проще и гораздо даже технологичнее. Старую раму, куда бы не спрашивали, типа, деньте, отдайте мне и так далее, нет, господа. Старая рама будет распилена,
Естественно, полотно, что? Да, вот, ничего никому не отдадим, потому что это первый ходовой образец. В нем заложены с рождения были многие ошибки, о которых мы знали еще, когда только его делали. И делался вот тот первый ходовой образец просто, чтобы понять, возможно ли что-то хотя бы нам прикоснуться к этой гусеничной теме. Возможно ли сделать такую быструю гусеничную самоходную машину, потому что до этого, ну, по крайней мере, в нашей стране такого никто не делал. Да, есть Рипсо, мы все это прекрасно понимаем, но тем не менее вопросов было очень много. Но в ней куча врожденных недостатков. Никому ее отдавать смысла нет. Вы будете просто с ней бороться и плакать. Требует совершенно определенного навыка к вождению. Короче, это неправильная конструкция. Мы знали, что так делаем, и делали так, потому что у нас было только вот это полотно. Вкладывать тогда 2,5 миллиона рублей в новое гусеничное полотно, как сейчас, когда мы уже знаем, к чему стремиться, но тогда-то мы понятия не имели. Поэтому действовали от этого, господа. Вот, собственно, и такие у нас на сегодня вводные. Очень мы рассчитываем, что в конце марта все это соберется и куда-то попробует поехать. Очень рассчитываем, что еще мы зацепим хвост снега где-нибудь там в Мурманске. Почему бы нет? Там снег лежит практически до майских праздников. Было бы здорово. Дальше, помимо этого всего, в этом году еще куча всего испытаний, потому что многие думают, что гусеницы для снега, однако нет. Есть еще Эмираты, есть еще Катар, и есть еще, в конце концов, даже дюны в Ростове, где все это можно будет испытать в жару и понять, насколько резиновое полотно сопротивляется не только температурам минус 20 и минус 30 градусов, а наоборот и плюс 50. Вот это будет самое интересное. Возможно, придется еще раз менять гусеничное полотно, чтобы потом вот тот только образец, который мы соберем после всех тестов, уже смог поступить в продажу за все те же самые $100 000. Вот это, мне кажется, интересная цена. Причем, если еще год назад мы говорили 6 миллионов, а что, 100 000 нормально, то в этом году такие 7,5. Никому не нужные бумажки из США почему-то продолжают дорожать. Я не понимаю, как это происходит, но на всякий случай тоже закупился. Мне тоже не нужны. Ну, вот такая, ребята, обстановка в мире, потому что $100 000, они как были $100 000, так и остались. Как и зарплаты наши тоже как были, так и остались. Вообще в мире стабильности мы живем. Ребят, все в порядке. Самое главное не переживать. В конце марта однозначно пытаемся куда-то ехать. Спасибо вам огромное, что смотрели эту техническую серию. Теперь, надеюсь, вам больше понятно, почему мы все разломали и делаем заново. Огромной вам всем удачи и пока. Что? Тебе некуда уйти. Некуда мне было уйти. Да, буду вот так ходить. Вот, снимай ху. А за ними Тор. Да.